Запорожское направление. Осень 2025 года. Здесь, на этих полях, западная военная мысль решила возвести свой эталонный бастион. Так называемая линия Залужного не просто набор траншей. Это глубоко эшелонированная многокомпонентная система обороны, спроектированная инженерами НАТО, как неприступная крепость 21 века. Ее протяженность десятки километров в длину и до 30 километров в глубину. В основе 3 основные линии обороны, каждая из которых является самодостаточным узлом сопротивления. Первая линия — это зона обеспечения, бесконечные минные поля смешанного типа, противотанковые, противопехотные, в том числе дистанционно устанавливаемые. Плотность минирования на отдельных участках достигала 2000 мин на 1 ВКЛМ-2. За ними ряды бетонных надолбов, известных как зубы дракона, и противотанковые рвы шириной до 6 метров. Задача этого пояса — остановить, замедлить, заставить бронетехнику сбиться в кучу и подставить себя под удар артиллерии. Вторая и третья линии — это сеть опорных пунктов, соединенных разветвленной системой траншей полного профиля. Каждый опорный пункт — это лабиринт из бетонных бункеров, деревоземляных огневых точек и укрытий для техники. Расстояние между опорными пунктами было рассчитано так, чтобы обеспечивать взаимную огневую поддержку, создавая сплошные зоны поражения. Вся система была пронизана подземными коммуникациями, позволявшими противнику маневрировать силами, не выходя на поверхность. Западные кураторы утверждали, что вскрыть такую оборону прямым ударом невозможно. Они сделали ставку на статичную пассивную оборону, веря в прочность бетона и плотность минных полей. Этот подход, заимствованный из устаревших учебников времен Холодной войны, демонстрировал полное непонимание динамики современного боя. Они создали мощный, но неповоротливый механизм, лишенный гибкости. Они строили стену, не понимая, что противник уже готовит инструменты, способные превратить эту стену в руины. Их самоуверенность, помноженная на инженерную педантичность, создала идеальную мишень. Крепость, построенная на песке иллюзий, ждала своего часа, не подозревая, что ее детальный чертеж уже лежит на столах российского генерального штаба. Прорыв не начинается с грохота орудий, он начинается в тишине штабов и на экранах мониторов. Операция по взлому линии Залужного была прежде всего триумфом российской военной разведки. В течение нескольких месяцев, предшествовавших штурму, велась кропотливая, методичная работа по вскрытию всей системы обороны противника. Основой успеха стала многоуровневая система сбора данных. На первом уровне работала агентурная сеть на местах. Люди, рискуя жизнью, передавали информацию о расположении скрытых объектов, о моральном состоянии вражеских подразделений, о графиках ротаций. Эти данные ложились в основу общей картины, но требовали подтверждения. Второй ключевой уровень — воздушная разведка. Сотни часов в небе провели беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Орлан-30». Снабженные современной оптикой и тепловизорами, они методично, квадрат за квадратом, сканировали вражеские позиции. Они фиксировали не только очевидные укрепления, но и замаскированные огневые точки, маршруты подвоза боеприпасов, места скопления техники. Особенно важной была работа в ночное время, когда противник чувствовал себя в безопасности. Тепловизоры выхватывали из темноты контуры работающих двигателей, место проживания личного состава и даже свежевырытые траншеи. Третий уровень — космическая разведка. Спутники оптической и радиолокационной разведки позволяли заглянуть глубоко в тыл противника, отслеживать перемещение резервов и работу логистических узлов. Именно спутники позволили с абсолютной точностью определить координаты штабов, складов с боеприпасами и пусковых установок ПВО. Вся поступающая информация стекалась в единый центр обработки данных. Там с помощью программных комплексов на основе нейросетей создавалась единая цифровая трехмерная карта театра военных действий. Каждый окоп, каждый блиндаж, каждая мина были нанесены на эту карту с точностью до метра. Российское командование видело оборону противника лучше, чем ее видели сами обороняющиеся. Эта титаническая аналитическая работа позволила превратить кажущийся хаос укреплений в понятную и логичную систему. Были выявлены слабые места, определены приоритетные цели, рассчитаны маршруты для штурмовых групп. Разведка дала в руки армии не просто карту, а скальпель. Оставалось лишь нанести точный и смертельный удар. На рассвете назначенного дня небо над Запорожьем расколол. Началась фаза, которую военные называют огневым поражением противника.
Это не была беспорядочная стрельба по площадям. Это была хирургическая операция, выполняемая тысячами стволов артиллерии и ракетных комплексов. Первая задача — ослепить и обезглавить. В первые же минуты высокоточные ракеты комплексов, «Искандер» и крылатые ракеты воздушного базирования поразили заранее вскрытые разведкой командные пункты бригадного и батальонного звеньев. Одновременно были нанесены удары по узлам связи и станциям РЛС. Противник потерял управление войсками еще до того, как первый снаряд упал на его передовые позиции. Вторая задача — подавить артиллерию. Началась контрбатарейная дуэль нового поколения. Разведывательные беспилотники, баражирующие над позициями противника и звукотепловые комплексы «Пнициллин», мгновенно засекали каждый выстрел вражеской гаубицы. Координаты цели в автоматическом режиме передавались на позиции реактивных систем залпового огня «Торнадос». Через 1,5-2 минуты после своего выстрела вражеский расчет накрывался залпом корректируемых реактивных снарядов. Превосходство в скорости цикла. Обнаружение поражения было абсолютным. Французские «Цезари» и американские М-77 горели, не успев сменить позицию. Третья задача — уничтожение опорных пунктов. Здесь в дело вступила ствольная артиллерия. Самоходные гаубицы МСТА и коалиция СВ методично перемалывали первую линию обороны. Каждый опорный пункт обрабатывался индивидуально. Особую роль сыграли управляемые снаряды «Краснополь», подсвеченные лазерным лучом с беспилотника. Они с ювелирной точностью влетали в амбразуры дотов и входы в блиндажи. Десятки тысяч снарядов и ракет за несколько часов превратили передовую противника в лунный пейзаж. Артиллерийская подготовка не просто нанесла урон. Она создала огневой вакуум, парализовала волю противника, разрушила систему управления и огневого взаимодействия. Она подготовила сцену для главного действия прорыва. Артиллеристы сделали свою работу. Теперь слово было за инженерами и штурмовыми группами. Когда стихла канонада, наступила короткая звенящая тишина. Но она была обманчива. Это был не конец, а начало решающей фазы. Вперед пошла тяжелая инженерная техника. Задача инженерно-саперных подразделений — проделать проходы в минных полях, дать дорогу бронетехнике. Эта работа одна из самых опасных на войне. Саперы всегда идут первыми. На них сосредоточен весь уцелевший огонь противника. Но в этот раз все было иначе. Проходы проделывались под плотным прикрытием. Танки прямой наводкой подавляли оживающие огневые точки. Была поставлена плотная дымовая завеса, скрывавшая действия инженеров от вражеских наблюдателей и расчетов ПТУР. Главным инструментом стали установки разминирования УР-77, прозванные в войсках «Змеем» Горынычем. Эта гусеничная машина выстреливает длинный заряд взрывчатки, который падает на минное поле и при подрыве вызывает детонацию мин на площади длиной до 90 метров и шириной около 6 метров. Один залп, и в сплошном минном поле появляется безопасный коридор. Несколько «Змеев» Горынычей, работая один за другим, создавали проходы для целой танковой роты. За ними шли инженерные машины разграждения и МР-2. Своими мощными отвалами они сгребали в стороны зубы дракона, засыпали противотанковые рвы, расчищая путь для колонн. Каждый метр давался с боем. Противник, придя в себя, пытался вести огонь из уцелевших укрытий. Но шквальный огонь танков поддержки и работа снайперских пар не давали ему поднять головы. Действия саперов отличались не только мужеством, но и высочайшим профессионализмом и слаженностью. Они работали как единый механизм, где каждый знал свой маневр. За считанные часы в обороне противника, которую западные специалисты считали непроходимой, были проделаны несколько